Всем привет! Филодендронов у меня в коллекции не очень много, но они есть. И некоторые из них уже можно размножить. Не обязательно для того, чтобы их стало больше. Некоторые филодендроны можно продублировать. А к некоторым можно будет подсадить укорененные черенки и сделать растение пышнее. Очень хорошо филодендроны размножаются путем черенкования. При этом филодендроны размножаются и верхушечными, и промежуточными черенками. На каждом участке стебля между двумя смежными узлами появляются воздушные корешки, которые помогают черенкам очень быстро укорениться. И чем больше это расстояние, тем проще начеренковать филодендрон. Со временем на обрезанном филодендроне проснутся спящие почки. Срезать черенок с филодендрона кустарникового вида непросто, но реально. Как правило, у таких филодендронов очень короткие стебли и сложно срезать черенок, не повредив при этом листья растения. При обрезке один из листиков все же поврежден, а место среза уже подсохло. У филодендронов, которые растут лианы, очень просто срезать необходимый черенок. И выращивать такие растения лучше по нескольку растений в одном контейнере. Небольшой срезанный черенок тоже укоренится, но лучше для размножения брать черенок побольше. Впоследствии проще будет посадить его в грунт. Получилось срезать вот такой крохотный верхушечный черенок. На материнском растении проснулась одна спящая почка, но развиваться растение в таком большом горшке будет медленно, поэтому пересадка неизбежна. Посажу этот филодендрон в небольшой горшочек, непосредственно по объему корневой системы. Тогда растение не будет тратить свои силы на наращивание корней, чтобы заполнить весь объем контейнера, а все свои ресурсы направит на рост и развитие стеблей и листьев. После просушки все срезанные черенки были поставлены в воду на укоренение. В воде они очень быстро начали наращивать свои корешки. Но для дальнейшего наращивания корневой системы все черенки будут посажены в безземельный субстрат. Никакой органики и стимуляторов. В качестве субстрата циолит средней фракции. Сразу предусматриваю возможность выращивания на фитильном поливе. Очень быстро все черенки пошли в рост и начали наращивать корешки и новые листики. В прозрачных стаканчиках очень хорошо видно, как отлично наросли корешки черенков.
У этих черенков не совсем понятно, что происходит. Ни корней и ни новых листиков не видно. Такое впечатление, что они просто замерли. Но при осмотре оказалось, что все у нас есть. И корешки отличные выросли. И спящие почки уже проснулись. Но поскольку длина черенков очень маленькая и посажены они были глубоко в грунте, то ростки еще просто не успели показаться на поверхности. А плотные горшки не дают возможности рассмотреть, что происходит с корнями и насколько влажный субстрат. Абсолютно все срезанные черенки укоренились и чувствуют себя замечательно. И активно наращивают новые и молоденькие листики. Всем пока и до новых встреч. И пусть растения вас только радуют.